Rainbow Six Siege – тактический шутер компании Ubisoft, выпущенный в 2015 году. В этой игре две команды по 5 человек соревнуются между собой. Одна команда защищает дом, вторая ведет атаку. После 6 раундов команды меняются местами. В отличие от большинства аналогичных шутеров, в Rainbow Six Siege игроки используют дроны, камеры видеонаблюдения, укрепления и разнообразные гаджеты. Сейчас в Rainbow Six Siege играют 50 миллионов человек по всему миру. Существуют 2 профессиональных дивизиона, а также локальные лиги на уровне стран. 2 российские команды Forza и Team Empire представлены в Про-лиге, в высшем дивизионе киберспортивного мира Rainbow Six. Но так было не всегда. Скажи, какое место радуга занимает в твоей жизни? Ну, я для себя как-то уже давно понял, что либо хоккей, либо киберспорт. Так что это для меня сейчас номер 1 приоритет в жизни. Ну, я Олег Кучин, мой ник RazorGM. Ну, под этим ником меня знают в комьюнити Радуги. На данный момент являюсь тренером киберспортивной команды Team Empire. Меня зовут Артем Эспертос Орлов. Мое место комментатор в нынешний момент. Меня зовут Габов Данил Александрович, играю под ником Джойстик. И Радуга занимает, ну, я не знаю, высочайшее место в моей жизни. Самое первое, грубо говоря. Максим Лагуткин, Dark Brothers Studio, R6 Club, R6 Family. И, наверное, осада — это в данный момент что-то вместо девушки. Всем привет, меня зовут Smash Баеш, мне 19 лет, играю в команде Team Unique. Радуга занимает непосредственно первое место в моей жизни. Радуга, только Радуга. Собственно, я Артем Сергеев, я менеджер по киберспорту в Ubisoft Россия. Меня зовут Кирилл Золотов, мой никнейм Яга. We are glad to announce that our beta starts on September 24th. Звали друзья поиграть, то есть в игру. Я решил в нее поиграть, и мы играли там пару месяцев. Потом что-то друзья забросили, я уже начал сам играть. Было сложно, особенно после КС-ки, потому что, в КС все более, так скажем, линейно. Флешку кинул, на имя вышел, убил, не убил, умер, не умер, стол разбил, клавиатуру разбил. Вот, в Радуге там все вот эти углы какие-то там, оперативники, что-то они там делают. Радуга вышла 1 декабря. Я ее купил 15-го, посмотрел Лешу Пчелкина, посмотрел RazorGM, такой, вроде интересно. Ну, то есть я просто начал в нее играть, у меня так получилось, там я не работал какой-то период времени и просто начал ее стримить. Ну, и то есть много времени уделял и играл там очень много. Что-то неплохо из этого может выйти. Я люблю играть в игры, плюс у меня довольно неплохо получалось в шутерах именно. И я подумал, почему бы и нет. И лет с 13 у меня уже именно была мечта, желание. И месяц через 2 меня позвали попробовать поиграть в команде. Вот в этот момент, когда я начал играть в команде, я понемножку начал для себя знавать, что есть смысл в эту игру играть на серьезном уровне. Была мечта, чтобы киберспорт был моей жизнью. Вообще ничего серьезного не было. Были такие ГОФО, это то есть еженедельные турниры, они были самыми основными, чем мы могли вообще заниматься. Там вроде еще чуть позже, по-моему, Пролига пришла, что-то такое. И, потом мы уже и в Пролигу вошли, тогда я уже, был в команде Е2. Свою первую команду такую основательную, это Коржека, который сейчас играет у нас. Потом туда чуть позже присоединился Shockwave, который сейчас в Форзах. Потом позже присоединился туда Кама, который тоже сейчас в Форзах. Это Е2, это было Е2, да. 2016 года мне предложили ребята с Next сделать команду, помочь молодым ребятам. Там, может быть, как тренер, как опытный игрок, просто подсказывать и так далее. Команда частично образовалась из Russian Squad. Тогда, я оттуда пришел, и PVN3F. И тогда еще у нас был Starboy, Marvin. Я тогда был в роли больше тренера. Иногда, когда кого-то не было, я играл как игрок какие-то турниры. Просто заменял. Играли там ESL-ские GoFore и так далее. Нарисовался игрок Шепард. Это он сейчас в Empire играет. Он тогда был просто Ranked Hero. Он меня очень удивил своей игрой.
даже не сколько там АИМ это у многих есть там профессионалов, просто своим мышлением, как он двигается в игре, как он думает и так далее. Я всегда Шепарда выделял, потому что он супер хладнокровный чувак, то есть я таких вообще не видел ни в одной из команд. Мы посмотрели русский YouTube, а там, ну, знаете, при коте поле, типа, вообще ничего не было. Вот, мы такие, надо что-то делать. Я, Артем и Денис Пронский. Вот, Денис Пронский — это наш друг, который помогал нам заниматься ДБС-каналом, но он ушел. У нас был канал, и мы любили киберспорт. Ну, я больше, Максим так слышал в основном от меня, но, в принципе, ему тоже нравилась эта тема. И мы решили, что почему бы не проводить турниры у нас. И мы проводили такие локальные турниры, как некоторые говорят, рофла, турики или что-то такое. То здесь начинается самое интересное. В какой-то момент мы с Артемом начинаем думать, блин, вот есть, короче, зарубежные ESL-турниры, зарубежные просто турниры по этой игре, а в России, ну, опять перекати поле. Мы там скидывали деньги, приводили свою аудиторию и комментировали. И да, в принципе, мы начали комментировать, все влились, типа, мне нравилось комментировать, ему нравилось комментировать, Егору. Мы это делали на канал ДБС. Со временем на нас вышел локальный офис Ubisoft, больше в лице Николая Кураценко. Он был бренд-менеджером по Rainbow Six. Сказал, блин, ребята, вы делаете классное дело за бесплатно, давайте вы будете делать и на наш канал. Нам не нужны были ни деньги, ничего. Блин, нам это нравилось, почему бы и нет. И получается, мы приезжаем в этот офис, и вообще все на серьезных щах. Нас ведут в переговорку, и мы типа два школьника и чуваки из Ubisoft. И мы начинаем разговаривать, типа, как эту тему продвигать. Для меня это было, наверное, вот Siege был разгрузкой эмоциональной, и я понимал, что, возможно, это заложит какой-то кирпичик в будущем, не обязательно для Ubisoft в целом. Я тоже думал, может, я стану комментатором. И на тот момент как раз институт, где есть первая в России кафедра киберспорта РВГУК СМИТ с его невероятно сложным названием, начинает контактировать с Ubisoft по теме джаз-дэнса и заодно по осаде. Типа, институту нужно выполнять свою программу, а Ubisoft, ну, получается, как условно, получает какой-то там тоже выхлоп. То бишь, они рассказывают про свои дисциплины ученикам этого института. Экзистас мы были, то есть, ну, тоже такой, не прям, чтобы серьезный стак, но мы чего-то, ну, как личности, как индивидуальные игроки, мы хотели что-то добиться. На том турнире было очень много знакомых лиц. У нас в команде играл Shockwave, Шепард, Virtus, да, в Е2 играл Алексей Пчелкин, это комментатор CSGO, Рухава. И вот тогда появился такой, ну, как мы думали, чемпионат России, но это был просто турнир РГУК СМИТ, то есть при поддержке института спортивного. Киберспортивного. Да, мы в институте учились, нам сказали, что вот будет проводиться от нашего института чемпионат, возможно, у нас будет слот туда, и сказали просто переформировать из CSGO состав в Rainbow Six, все. У нас там было максимум часов по 50-100 у каждого. Были 4 команды, и зам кафедры, он такой чувак, который любит СССР, и поэтому команды у нас с табличками выходили. Типа вот эта вот смешная тема, мы пытались ее задоджить, но не смогли ее задоджить, короче. В итоге все равно все чуваки с табличками шли. Ну, для меня это было, что мы точно туда едем за 4-м местом. Ну, там было без шансов. Там просто было... Ну, мы смотрели из зала игры других команд, и было понятно, что мы вряд ли что покажем. Плюс мы... У нас даже никаких стратегий особо не было, мы даже карт не знали. Ну, то есть это было вообще что-то ужасное. Я думал, зачем туда едем? Просто позорить свой институт, грубо говоря. Мне было 17 лет, и тогда я еще не мог играть официальные матчи. Вот, и я приехал просто посмотреть вообще как, чего, куда и вообще как это все происходит. На тот момент, конечно, ну, меня это не очень впечатлило, но я понимал, что эта дисциплина только начинает свое, так сказать, развитие, и Радуга, она в целом, она медленно, но верно развивается, и в СНГ тем более. То есть. Все плохо, компы плохие, ужасные, мониторы были, я не помню, то ли там 35 дюймов, там, в общем, какие-то нереальные телевизоры стояли. Невозможно было играть, там еще какой-то 3D ультравайд, ты вот не понимаешь вообще, как это делать после вот домашнего компа, 240 вообще непривычно было. Но интересный опыт, интересный. И вот что ты, может быть, помнишь об этом мероприятии? Вот смотри, я тебе так подскажу даже. 3 разных человека, независимо друг от друга, рассказали, что там в какой-то момент чуть дело не до драки дошло. Ну да.
Сейчас у нас играет в команде Шепард, у него была девушка, которая болела за него, и она села не в тот фан-сектор. Фанаты одной команды сидели здесь, а фанаты второй команды сидели там. То есть она села напротив своей команды, но там почему-то были все, кто болел против ее команды, то есть за E2. Он играл тогда в Next, я даже забыл, как они называются. Да, New Existence. А они играли за E2, то есть она села не туда, и когда она начала кричать типа вперед New Existence, и возле нее сидели фанаты E2, и там, ну, короче, я сидел прямо сзади них, я вспомнил, да. Там реально чуть ли не до драки дошло. То есть ее взяли просто и пересадили в другой сектор, сказали, больше сюда не ходи. С другой стороны, надо было показать, что на локальном уровне есть развитие, есть будущее, если есть лан, то почему бы и нет. То есть это была супер, даже это не альфа, даже пре-альфа, мне кажется, была. После первого лана, ну, мы уже вышли в Челленджер-лигу, то есть, и мы выиграли вот этот лан-турнир. Команда как раз New Existence Sports. И нам предложила канал Room Factory, довольно-таки известный. Да, они предложили, ну, у них была подобие организации, что они предложили нам как бы играть под их тегом. Ну, тогда казалось, что нас подписали, но потом-то сейчас я понимаю, что нас ничего никто не подписывал. Здесь денег не было на самом деле. Там они предложили давать, ну, у них была довольно-таки молодая организация. Они предлагали развиваться вместе, они там, мы можем вас рекламировать, мы можем вам там, не знаю, там давать какие-то девайсы. Вот. Ну, тогда выбора в принципе не было, нас ничего не связывало, никаких контрактов с ними. Других предложений не было, ребята, почему бы и нет, как бы. Вроде их подписала организация, вроде за какие-то... Я просто как человек, который тоже в организации был, и я знаю, что там дают за вот эту вот подписку, да, за организацию контракта, я могу сказать, что это там не стоит вообще. И потом я начал активно просто 24/7 писать Шоквейву, что возьмите меня в команду, попробуйте меня в команду. Он сначала не хотел, а потом они подумали, ну, хороший стрелок из CSGO, у них как раз тогда были терки с их капитаном, который поляк, который Magic у него ник был. Вот, и они его как раз-таки кикнули и взяли меня на тест. Присоединился я, Shockwave, Shepard, Deliva, который Понев, и Red Groove. Всех вынесли, дошли до закрытых, и там тоже всех вынесли, скажем так. И, ну, и попали на Invitation. Вот это самая первая такая отметка для меня была реально такая прям, ну, жесткая. Потом мне пишут чуваки из Ubisoft, типа, хочешь в Канаду на Six Invitational слетать? Я такой, вообще без проблем, пацаны. Я поехал туда с Room Factory, я тогда поехал туда вместе с нашим бывшим пиарщиком и Максимом. Максим ехал как блогер, то есть он был инфлюенсер, я был как e-sports специалист, и я туда ехал знакомиться с глобальной командой вживую. Смотри, я знаю, что еще первый Invitational был немножко проблемный, ну, внутри команды. Ну, Red Groove, он точно знал, что он уходит, но он не бросал ребят, да. Он нормально отыгрывал, конечно, но они заранее договорились. Это не был такой, Red Groove говорил, я ухожу, да. И вы сами там как хотите. Да, а он сказал, типа, я ухожу в хаос, мне сложно с вами играть, вам сложно со мной играть. Вы с этого выиграете, я с этого выиграю. И Red Groove знал, что он будет играть в Непах. А, нет, я вас обманул. В хаосе собирает состав. Для меня вообще изначально все было проблемно, потому что я не понимал, как они до этого играли. То есть поляк разговаривал на английском, швед разговаривал на английском, один игрок не знал английского почти. То есть я не знаю, как вообще мы коммуницировали. То есть я сразу изначально понимал, что все это надо менять. Да я, честно говоря, прям точно не скажу, что было в голове у Деливы. У Деливы был киберспорт на втором месте. У нее не было того, что было у ребят, то, что киберспорт — все, что есть в жизни. Ну, не так прям, что все, что есть в жизни, но это основная цель. То есть не было того, что, ну, вот я, может, пойду там дальше работать кем-то, да, или я пойду дальше учиться. Они поняли, что киберспорт — это то, что их жизнь. Случилось так, что, ну, у них между собой произошел конфликт, и там, допустим,
Делива, он там не давал там информацию во время каток там, и так далее, то есть во время самого турнира. Но это, конечно, со слов там ребят, то есть я этого не слышал, но ребята так рассказывают, то, что он не давал информацию, сидел молча во время каток. И они этим жили. А Делива это не разделял. Они об этом постоянно говорили, давили на него. Ну и он, собственно, не поддавался на это, поскольку все-таки киберспорт у него был на втором месте. Он их не понимал, и у него была ответная реакция. Поэтому у них был miscommunication, то есть, как ты говорил, один швед, который уходил, Делива, который не горел так же, как и они, которые были втроем, вот это звено, которые ни туда, ни сюда. Поэтому у них не получилось выступить. Они там, ну, не то чтобы с грохотом, они там ликвидом 2-0 там чуть-чуть побарахтались, с майнфриками 2-1, то есть где они 1-1 сравнялись, и потом на последней карте там 0-5 или 0-6, ну, тогда до другого количества раундов играли. Я узнал, что VMAX собирает состав на чемпионат России, и написал ему в личку, сказал, вот так-то, так-то, там, потестите меня, мне там через там, месяц 18 лет исполняется. Это было небо и земля, я бы сказал. Во-первых, команд было больше на самом лане, 8, а не 4. Проводился по другой системе, организация была намного круче. Мы прям, если честно, были там вообще в восторге в этот период. Призовой фонд был очень хороший, не 100 тысяч, а миллион. Вот. Меня потестили, ну, подтвердили, что я в составе, и мы потихоньку начали тренироваться. Вот. И в итоге мы вышли на чемпионат России. Я так понимаю, среди вот этих 8 команд уже там команд больше был тех, кто сейчас. Да, конечно, там играл Smash, уже на том лане, на первом, на его. Играл The Vision, eSports, по-моему. Еще кто-то там из ребят был, там Е2 были, Олег, Разер там был. Ну и все, мы вышли на этот турнир, поехали, благополучно проиграли его. Как раз Е2 мы проиграли. Какое место заняли? Шестое место, Rainbow Six, то есть все как надо, это на самом деле первое. То есть, получается, мы заняли, потому что Rainbow Six осада. То есть здесь все грамотно. Я ее забрал у своих тиммейтов, сказал, там, мне вообще по барабану, что вы скажете? Выиграли мы этот, ну, не РМЛ, а чемпионат России довольно-таки легко. Там, в принципе, там не было команд, которые по уровню, даже с заменой, там, со стримером, ну, там, ребята были сильнее всех на голову. Уже объявление было, что Forza подписали и так далее. Тогда с той стороны казалось, что Яга нас как-то, знаешь, опрокинул. То есть мы как бы не подписали контракт, мы как бы не договорились с Форзами, а он подписал без нашего ведома и что-то там на зарплате вроде как был. Ну, то есть он подписал его контракт, то есть без нашего ведома. Я не знаю, если честно, что реально произошло. Возможно, он просто хотел остаться с Форзами, потому что у него есть ребенок, ему надо кормить семью. У нас в Room Factory все-таки ни зарплаты, ничего не было. Я понимаю его выбор, и он просто решил двигаться с Форзами. Они то ли контракт не поняли, то ли еще что-то. И там им кто-то сказал, что контракт вообще вот какой-то не очень. И им сказали, ни в коем случае туда не идите, и они подумали, что Яга хочет их задушить этим контрактом. Ну и потом мы получили более, там, скажем так, выгодное предложение, если так можно сказать. Нам предложили, короче, там нереальный просто обман великий века. Я не знаю до сих пор, что произошло. Нам написали 2 человека, сказали, вот мы хотим вам предложить помощь, у вас будет зарплата 50 тысяч рублей. Появился человек со стрима, по-моему, Shockwave тогда еще стримил. Ну, его подписчик какой-то там, донатер и так далее, он там донатил деньги, по-моему, Фоджику донатил. Он предложил там какие-то на тот период баснословные деньги, там в разы больше, чем предлагали тогда. Forza. Человек, который нас хотел подписать, он сказал, что ему как бы не нужен менеджер, потому что он сам может все это делать, все, что может делать менеджер. Я вам там сделаю буткемп и так далее. Ребята ему поверили. Для нас это было что-то невообразимое, потому что у нас не было зарплаты тогда в Room Factory. Мы
Это я считаю, что наша ошибка. Мы немного подверглись этому мнению, хотя не было ни пруфов, ничего. Богатый донатер, там, Эден, или как так он говорил, ребята, сделаем ну, было а-ля Room Factory, только от вообще неизвестного какого-то человека. Но ребята сказали окей. И, короче, ушли к Эденити. Я на тот период решила как бы собрать новый стак и остаться с Форзом. Ну там просто кидало было, Яки, по сути. Просто ушли из Room Factory. Грубо говоря, мы приехали с Invitational, и, по-моему, мы даже ничего не сказали. Яга, типа, до свидания, и все. То есть они забрали моего игрока как раз таки в эту вот Serenity, об Эденити. И мы такие типа сидим, что происходит? У них была бы организация, но они ушли в другую сторону. Нас не связывало с Room Factory ничего, ни контракта, ничего, только дружеское отношение. Я считаю, что вот именно в этом плане мы поступили некрасиво. Мы просто ушли из Room Factory, ничего не сказав. Не, ну, конечно, обида была, но так получилось. Это человек, который предложил деньги, он сказал, я вас возьму, но не возьму там вашего менеджера. Зачем он мне нужен, я сам справлюсь. Уже вы поняли, что ребята наобещали то, чего не могут дать, а все равно какое-то время играли под этим тегом. А мы дальше играли, потому что мы объявили всем то, что это просто будет тег. Это была не какая-то организация или еще что-то. Это был просто вот нам понравилось это название. Нам просто было все равно, зачем менять тег, даже если нас наебали. Даже не обманули, я не знаю, в чем был замысел этих людей. Пришло 2 человека и сказал, мы готовы вам платить 50 тысяч рублей, вот выбирайте логотип, выбирайте название, мы вас будем поддерживать, пока вы не найдете себе другую организацию. Контракты подготавливались, люди не доезжали 3 раза в Москву, и что-то мы начали подозревать, что все это какой-то обман. И все. На этом так все и закончилось. Я до сих пор не знаю, где эти люди, просто прервались все контакты, и все. Ну и потом нас уже подписала другая организация. Да. Нам сказали, что написали Team Empire, это сказал Шок. Он сказал, что со мной связались с Team Empire. Сразу у всех, конечно же, возникла радость, потому что тег Team Empire, он известен очень давно, плюс я очень много следил за Дотой. И для меня это, ну, грубо говоря, легендарный тег. Они на International ездили, и я вообще за ними следил, ну, за всей СНГ Дота сценой. И тег Team Empire внушал доверие. И естественно, мы с ребятами обсудили и сразу же согласились о том, что мы будем подписываться под Team Empire. Правда, все равно были сомнения, потому что мы никогда не сталкивались с вообще контрактами. Нам никто никогда их не предлагал, только в форзе скидывали тогда, когда мы не смогли договориться. Но тут все-таки 2 разные организации, там в одном контракте одно, в другом другое. И для нас там были странные, нерасшифрованные для нас понятия, как для, грубо говоря, ну, школьников, я нас так могу назвать, то есть неопытные ребята, которые первый раз в своей жизни вообще подписывают что-то. Скутер вообще с завода же пришел. Он работал на заводе. Мать уговаривали, то, что он не в рабство продается. Он типа говорит, он работал на заводе, чувак. А тут он идет в игры играть. Уговаривали Скутера на то, чтобы он подписал контракт, что все в порядке, что это именитая организация, у нее есть репутация, что никто его не наебет там на 2000 баксов или 20, сколько там был штраф за просто так выход, что все в порядке. Это нормальная тема в киберспорте, подписать контракт, как в футболе, то есть очень долго мы его уговаривали. И да, он до последнего времени, до последнего момента не знал, подпишет ли он его. И я когда пришел в дом, я зашел, выбил дверь с 2 ног, и сказал, дайте мне бумагу, поставил почерк, даже не читая контракт, и ушел. Все. Ну вот сейчас для меня, то есть полностью, когда я ушел в киберспорт, это вот момент того, когда я вступил в Empire. Райзер, когда к вам присоединился, почему вы поняли, что вот именно он может стать для вас обычным? Ну, мы поняли, что для нас даже важен не как он тренер, а как просто взгляд со стороны, аналитик, который будет понимать вообще, что происходит в составе со стороны. Важным фактором, наверное, сыграло то, что первый капитан для Коржеки, там, Шоквейва, был я, то есть, и они там в основном принимали решения, то есть они такие были мозговой центр команды. Ну и просто, допустим, кого-то более опытного в СНГ, грубо говоря, не было. Ну, были игроки, допустим, на позицию тренера, я даже сам не знаю, кого можно было бы еще предложить. Я это еще сидел, комментировал на своем канале, только там начинал. Я смотрел, думал, типа, у нас нет нормальных кастеров, которые разбираются в игре. То, что было тогда там на ДБСе, то, что было, между прочим, по-моему, канал так еще назывался, который себя официально выбил какую-то лицензию на ESL, но его потом закрыли, потому что он крутасом оказался. Я решил, что я буду сам это делать, потому что,
Я попробовал, ребята сказали, о, прикольно, типа нормально, ты хоть разбираешься в игре. Ну, с того момента я начал так любительски, получается, заниматься комментированием. Потому что, альтернатив особо я не видел. Мы по возможности все равно играли, у нас половина работяг было, что Киберборода, что Гиннер, что Флиппи, это работяги. Я, понятное дело, могу дома сидеть, ничего не делать, это колышет, У нас нашла организация Dreamethers как раз-таки с помощью Яга, тоже нам помог в свое время. Честно сказать, сейчас она нашумела в плане того, что она там с игроками как-то очень нехорошо поступала. Я могу сказать так, что они не первые. С нами почти то же самое было. Я не хотел это разводить, но впечатления остались, лично для меня, очень неприятные. Прям невероятно неприятные. Потому что обещали, и в один прекрасный момент, когда организация тобой недовольна, при том, что ты уже там испытательный срок прошел, тебя должны были официально подписывать, тебе, мягко говоря, не выдали то, что обязывали. Поэтому вот именно это, наверное, момент был переломный. Вроде мы должны были сейчас выступать, а у нас как раз-таки Флиппи и Smash ушли в форзы. Я остался без команды, я не знал, что делать. Я параллельно всему этому я стримил, комментировал и играл. То есть у меня там с утра встал, постримил, потом отдохнул часок, пошел браки поиграл, потом еще что-нибудь там, не знаю, покомментировал и так далее. То есть тяжелый для меня на самом деле режим был. Коротенько о нашей студии. В таком формате здесь ребята работают, пойдемте будем мешать. Вот так вот студия у нас выглядит. И вот так вот быдло превращается в комментатора. На Пролигу, я не знаю, мы были уверены, что мы в Пролигу выйдем. Потому что на тот момент, во-первых, у нас уровень игры хороший был. Просто прошлись катком и все, да. Закончили челлендж-лигу сезон 13-1. Все моменты там какие-то спорные, вообще такого минимум было. Минимум конфликтов каких-то. Хотелось участвовать на международных крупных турнирах, и все прикладывали к этому максимальные усилия. Это было, конечно, невероятно вообще осознавать то, что когда ты просто заходишь в игру, все уже понимают, что ты фаворит. Это типа, знаешь, как трансформер, который по отдельности сильно, а когда он трансформируется в одного, вот он типа еще сильнее. И у нас было только одно техническое поражение. А технический у вас за что? Значит так. Мы решили перед игрой в ЧЛ сходить в кальянную. Вот. Мы пришли в кальянную, думаем, все успеем, все будет чики-пуки. Тогда еще был, по-моему, дождь на улице, пробки московские дефолтные. И мы сидели в кальянной, думаем, сейчас закажем таксиху и успеем к игре. Но в итоге мы что-то задержались. Тогда еще был в кальяне, по-моему, Шепард и Джойстик. И девушка Шепарда, по-моему, была. Вот. Сидели в кальяне, курили кальян, там разговаривали оттуда, все. Вот. И думали, сейчас, успеем заказать таксиху. Заказали таксиху, что-то там таксист тоже еще долго ехал из-за пробок, в итоге что-то прям вот тянулось. Ехал на метро, потом что-то мы... Там, я, по-моему, выходил, в своем районе, вышел из метро, и игра уже должна была начинаться. А мне еще идти там до дома минут 15-10. И, в общем, да. И пока мы дошли, нам дали уже техлуз. ESL Еврокап — это вообще первый турнир, который мы играли вне России, по-моему. Это турнир миланский, и там играла Пента. Единственный наш главный, так сказать, конкурент на том турнире для нас. И мы тогда очень странно отлетели от Giants. На тот момент это вообще еще был другой состав. И нас это так немного подкосило. И в итоге мы с Пентой играли, по-моему, в полуфинале нижней сетки. И выиграли их, вышли в гранд-финал и обыграли потом Giants. Для нас это была такая первая крупная для нас победа за Team Empire. Вот. Слав Гента. Я не знаю, если честно, до сих пор они играют или нет. Это Trust Gaming. Они до сих пор играют, они даже в ЧЛ играли прошлый сезон. Это я не помню, как команда называется. Они уже точно прекратили существование. Это тоже какая-то итальянская команда. Что-то там до минус, тоже не играют. И вот это вот Vodafone Giants, как раз таки те, которые сейчас играют в Пролиге, но у них был совершенно другой состав. И это мы. Здесь нет такого времени на разогрев, как в CSGO, потому что в CSGO дается поправка на то, что очень много конкуренции, то, что состав только собрался, надо сыграться. В Радуге же ждут все сразу моментального результата. Мы с Сергеем поговорили с Мегионом,
и решили собрать новый стак. У него есть талант разговаривать, и именно, ну, он уже мужик с опытом. Его просто банально сравнить в СНГ не с кем. Просто никто больше этим не занимался, и все. Он просто вот знает, что он делает. Он уверен в том, что он делает. За тот период там много было, кто поменялся, кто пришел. ВТГ Жека у нас остался с Форзов. Ну, позвали, да, ФЛК, позвали Флиппи и Смэша. Написали мне, потому что я там что-то где-то кого-то убил один раз и что-то там еще. Меня потестили, взяли в команду, и вот как-то оно пошло. У нас проблема в СНГ в другом, то что люди не могут там долго находиться вместе, и вот эти постоянные решафлы и так далее. Команда, она же не строится там месяц, два. Все хотят сразу результат, а команда строится годами. В тот момент все только появились, а Империя уже была на Invitational. Она, да, там прогорела полностью, но, тем не менее, они там были. Они выиграли чемпионат России, ну, что не так важно было для того момента в плане соперничества. Мы уже серьезный стак были, уже в пролиге играли. То есть, ну, у нас все было по-серьезному. И, наверное, тогда только вот в тот момент, когда мы уже были в пролиге, мне кажется, СНГ комьюнити начало немного, скажем так, начинать брать с нас пример. Появлялись новые лица, новые игроки, то есть... И люди начали понемножку там образовывать команды. Ну и тогда вот появился у тебя первый РМЛ. На первом РМЛе, кстати, я познакомился с Пашей. Ему тогда было 17, он не мог играть, но он был тренером, и я ему еще тогда кофту РМЛ подарил, я помню. Как вам ивент, Артем? Сидим, отдыхаем, чилим. Высший класс, высший пилотаж, лучшие комментаторы в мире. Вот стак 18+, собирался именно на РМЛ, чтобы вот играть и потом уже возвращаться к старому составу. Потому что был уже костяк игроков, ВТГ, Паша. Мы команды уже решили. Потому что они даже знали, то есть мы заранее сказали, мы не могли как бы... У нас хорошие отношения до сих пор с этими людьми, и, то есть мы их заранее предупредили, чтобы для них это не было шоком. Вот, то есть не хотели. Но отчасти это, может, повлияло на сам результат на самом лане. Ну да, мы уже договорились с Радском, что к нам придет Радск вместо ХЛК. И что придет Шангри, в общем, вместо Флиппи. С неким трудом мы прошли на РМЛ. Ну и на РМЛ мы уже, так сказать, обосрались. Я думаю, это достойно аплодисментов. Пожалуйста, наградите ребят овациями. Да, действительно, это был очень и очень интригующий и интересный матч со стороны обеих команд. И Форзы приложили максимум усилий. Ну, я думаю, даже не максимум. Можно было еще, я думаю, постараться, но ребята просто молодцы. Сделали все, что могли, сделали даже больше, я думаю. Но как получилось, так получилось, собственно говоря. В такие моменты, когда ты попадаешь на Invitational, и у тебя что-то получается, ты реально понимаешь, что, ну, то, что ты делал, это было не зря. У нас там групповая стадия, я не помню, ну, вообще там каких-то супер потных игр вообще не получалось. Мы прям нормально, уверенно прошлись. Я всегда надеялся, что они вообще, в принципе, выиграют Invitational, потому что там есть G2, есть там Liquid и так далее. Тогда был момент, вот как раз вот в период с ЧЛ до Invitational, ну, до Invitational, как бы и после там Invitational несколько месяцев, что они вообще на другом уровне, нежели там я, все остальные игроки, то есть это прям, ну, очень-очень высокий уровень. После того, как мы ЧЛ разнесли, в Пролигу залетели, то есть, ну, какая-то уверенность была дикая. Ради этого я и хочу попадать дальше на Invitational, потому что это тот турнир, на который я просто хочу попасть больше всего, возможно, даже в каком-то моменте больше, чем на Пролигу. И вот мы уже в финале, и я вспоминаю только финал. Ну, то, что они вообще туда приехали, и я тогда комментировал, по-моему, чуть ли не мое первое комментирование было на студии, или второе даже, не могу сейчас, по-моему, первое даже. Ну, во-первых, не было мне особо комфортно там на 3 камеры, я первый раз в жизни видел, что можно на 3 камеры сниматься. А потом было, ну, просто нереальные эмоции, когда ребята вообще в финал вышли. Мне казалось, что они уже на тот момент немножко устали, они уже перегорели, потому что и по Invitational пройтись вот так, и а G2-то им что, им в принципе-то по барабану, они все выиграли там. Была статистика, что они больше половины турниров за всю историю Радуги выиграли этот состав. То есть до этого были очень потные матчи, но почему-то про них нет никаких эмоций, таких прям запоминающихся. Есть именно только про финал. И для меня очень все быстро пролетело. Ну и G2, ну там они спокойно их выиграли. Ну, кроме первой карты Coastline, от которой я чуть седым не стал. Прям каждый раунд это клатч с одной стороны. Но это войдет в историю киберспорта, оно уже вошло. Но когда Радуга будет тир-1, вспоминать будет именно вот эту карту и вот этот матч.
разочарование небольшое было, конечно, охота победить, ну, то есть выиграть турнир такого масштаба, но мы все понимали, что у нас банально, еще нет опыта. Для меня этот финал войдет в историю, может быть, после того, как мы перевернули все и начали обыгрывать G2, но я думаю, что этот финал был самым незрелищным. Возможно, первая карта да, но весь финал мы проиграли 3-0, и я считаю, что это был очень такой себе результат. Мы целились хотя бы там на 1-2 карты, возможно, и забрать. Мы были в себе уверены, но вот нас сломили и психологически. G2 любит именно в интервью какие-то словечки высказывать, что подрывает такой психологической составляющей команды. Были какие-то проблемы, которые мы там, каким-то образом решали, грубо говоря, там на костылях как-то это все разрешалось, но потом просто это достигло там точки кипения, и все, как бы уже вопрос невозможно было решить. Мы начали обсуждать ошибки с Invitational, все начало усугубляться. Ребята Империи собрались, решили, что, у меня есть проблемы какие-то там, да, были проблемы с моралью. Артем, как минимум на тот момент, он не был морально стабилен, я бы, наверное, сказал. То есть, если они выигрывают, Артем бахает прям вообще без проблем. Он ставит головы и рвется к победе. Но если у ребят какой-то затор, они не могут пройти вперед, у Артема случался какой-то как моральный, да, какой-то упадок, и у него не получалось играть, и он там как-то на минус морали даже информации меньше. Плюс интервью нам еще показывали с Invitational, где Shockwave говорит, что я не умею на баке играть. Да, там с баком как раз, была ситуация, то есть было видно, что у них есть мискоммуникейшн, недопонимание и прочие сложности внутри состава между игроками, между игроком-тренером. Почему, когда надо, Коржечка берет у нас бака, почему, когда надо, Раск берет бака. Казалось бы, что это вообще, например, не персонаж джойстика, а Раск, например, ягерскую роль выполняет. Почему вот он пересаживается, если надо команде, значит надо. Он рейджил много, из-за этого считали, что он мешает команде, поэтому решили позвать Дана вместо него. Мы все спешили, потому что знали, что Данила хороший игрок, и у него еще не было контракта с Форзами на тот момент. Паша и Дан, мы уже там с ними с лета начали играть. Различные турики играли по типу там Go For там, и так далее. То есть, где разрешено играть там людям, которым нет 18. То есть, да, была идея, то есть, когда Дану исполнится 18, мы его берем в команду, когда Паша исполнится 18, мы его берем в команду. Попытались так решить, попытались эдак, и никакого другого варианта не было, кроме как решафлить. Потому что на качество игры это очень сильно начало влиять. Это настолько глупо выглядело. Мы звонили ему каждый день, потому что мы плотно, хорошо общались, звонили и говорили, ты там контракт еще не подписал? А он такой, не подписал. Не подписывай пока. То есть, я не знаю, для Данила, мне кажется, это выглядело вообще как-то бешено. Звонят ребята из Team Empire, говорят, не подписывай контракт, при этом не уточняют вообще ничего. То есть, наверное, там было давление форзов, то, что подписывай контракт, мы тебя ждем. Дан один из самых талантливых игроков в мире. Он как стрелок хорош, и в плане головы, у него хорошо голова работает. Он написал в конфу, то, что надо поговорить с ним в спике. Я ему сразу в личку написал, что такое. Я знал то, что будет Дан 100%. Я знал, что Шок уходит. У них один тимспик некстовский, которому уже 4 года. Они все там сидят, все знают. Я думал тогда это что-то по поводу контрактов там у него с Форзами именно. То есть что-то он хотел там спросить, узнать, я не знаю. Он мне сначала не хотел говорить. Он такой, не, я не могу, там что-нибудь, проблемы какие-то. И потом он в итоге мне написал. Я очень сильно расстроился, прям совсем сильно. Я его удалил из друзей, то есть, у меня первая реакция, я прям сгорел, расстроился. Там и в команде у нас был срач потом. Наверное, опять же, наша ошибка, потому что это уже все-таки на организационном уровне больше. Мы, наверное, должны были сказать... Мы сказали об этом Team Empire, но мы не должны были прям так красть игрока, я думаю. То есть, опять же, такой поспешный был вывод именно... в общем, все сами решили сделать. И как я подумал, то, что Шок не пойдет в Форзы, потому что у них был вот этот конфликт с Identity, с Яго связанный. Предложил ребятам попробовать Шока, хотя мы были друг друга в ЧС, то есть мы не общались и так далее. Никакого конфликта особо не было. Я просто забыл его из ЧС убрать. Решили поменять меня на Дэна, который был в Форзах. Я, естественно, перешел в Форзы, потому что, я понимал, что у меня другого варианта нет. Человек исправился, на самом деле. Мне кажется, ему помог Кик из Империи справиться. Сейчас
ну, рейдж, понимаешь, ну, бывает у игроков. То есть, вот бывает, да, но не так, ну, не бывает так, что постоянно, но, может быть, когда-то он там бывает, но не так часто, как это было раньше. И в итоге, да, произошел решафл перед финалами Про-лиги, когда ребята поехали на Милан, взяли молодого Дана. Единственное, что была проблема, это что мы думали, что он будет себя как-то некомфортно чувствовать на ланах. Да, страх был, и трудности тоже были. Мы не скажем, что мы вот взяли Дана, все, у нас прям все по маслу полетело. Прям. Он сразу сказал, что ребята, у меня там в первых играх трясутся руки, я не могу собраться с мыслями. А первой стадии он нас ослабил. Но это в любой команде, то есть если ты хотя бы единицу забираешь, то это уже удар по коммуникации, удар по сбору информации. Ну, то есть очень много минусов. Неважно, как бы этот человек отыгрывал. То есть ему нужно время на адаптацию, нужно время, чтобы он влился в коллектив. Мы его просто поддержали командно все вместе, и уже на следующих катках он сказал, что все окей, я чувствую себя суперкомфортно, играю как дома, типа все наладилось, все нормально. И в финале против ЕГЭ именно он был решающим фактором, почему мы выиграли, я считаю, потому что когда ты проигрываешь, вот мы проигрывали на Орегоне с каким-то там нереальным счетом, по-моему, он именно заводил команду, то, что ребята, мы сможем выиграть, даже если мы опускали нос, у нас у всех было доверие друг к другу, то, что мы можем это выиграть. И он именно был таким ключевым фактором и поднимал мораль всей команде. Весь путь это надо было приходить заново. Но надо было заново строить команду, учить людей играть там в какой-то степени, да? Ну, чувствовалось, конечно, что Шоквейв опытный очень. Он начал сразу какие-то нам давать советы, как-то там поменять что-то. Когда я пришел в команду, я увидел явно ее проблемы, скажем так. Ну, тут нечего таить, просто я вижу, что если в команде не сделать изменения, которые я говорю, не потому что это моя прихоть, мне там какой-то человек не нравится, да, меня все люди устраивали в команде. Просто я прихожу в команду с своим опытом, и я вижу, что если не сделать такие-то замены, то у команды ничего не получится. Вы будете сидеть и ничего не делать. Я вот так Яге и говорил. То есть, ну, нужны замены, вот такие-такие-то. Я вам сказал, а там уже смотрите сами. Я довольно-таки много там с ребятами общаюсь, там, 1 на 1. То есть, там, слышу обратную связь, понимаешь, от одного, от второго, от третьего. Но если там у тебя один что-то говорит, это не всегда правда. Так может субъективно. Там, когда тебе говорят об этом там 4 или там 3 человека, значит, скорее всего, это правда. Я ему давал подсказки, какие только мог. Но он мне действительно там что-то говорил, смотри, чтобы тебя не кикнули. И он мне это часто говорил. Видимо, да, у него какая-то была информация, которой не было у меня. Но не вербальной. Я не говорил его прямо, говорю, что тебя сейчас кикнут. Мне кажется, что он зря мне не сказал. У меня почему-то ощущение, что если бы он мне сказал, я бы немножко так воспрял духом, ну, то есть захотел прям работать, доказать всем, что ну, я достоин быть в составе. Каждый кик — это очень неприятно, потому что к людям привыкаешь, они какие-то родные становятся. Я кому-то, другу своему, говорил, что у меня так все замечательно, у меня так все хорошо. Прям, я причем не шучу, это реально так оно и было. У меня музон играл на всю хату, я стоял. Звонок Яги, я думаю, ну наконец сейчас мне микрофончик форзы подгонит. Ёперный баба, сейчас застримлю еще. Популярность. Мне сказали, алло, значит, у тебя плохие новости. Я такой, что? Ну что там плохое? Микрофон, что ли, не придет? Я не понимаю. И он говорит, ну, в общем, команда решила тебя кикать. Ну и все, на этом моменте у меня просто так все попадало, обрушилось, ну, внутри. Гул в ушах был. Вот именно вот от этой фразы. Я спросил, на кого. Мне сказали, на Каму. С этого я сгорел еще больше. Прекрасно, все замечательно. Давай, пока наберешь. Вот. И, ну, и все, молча просто из беседы вышел, и все. У нас тогда был гейм-лидером в АТГ, но мы видели, что у него не очень получается. При этом страдала его игра самого. И из-за этого он как бы проседал. И мы решили найти человека, который может справиться с этой задачей. Нужен был, соответственно, опытный человек, поэтому позвали мы Каму. На летнем РМЛе усилились довольно-таки сильно. Когда пришел к нам Кама, нам дал хороший буст, мы очень хорошо себя показывали там на браках. То есть мы ехали туда не за там, вторым местом, как всегда, там, как ранее, а там ехали за первым. 25 секунд, выход, Шо получает хэдшот, да, 4 в 1, еще осталось 4 перца затушить, второй пошел, может попробовать скивать, еще третий, что за сливная подмешает. Что можно чувствовать, когда ты побеждаешь одну из лучших команд в мире. Конечно, парни были довольны. ЧЛ в долгосрочной перспективе, потому что это выход в ПЛ, а мажор это тут и сейчас важно. Нужные люди собрались, у которых есть, скажем так, синергия между собой,
и желание должное, и время, и условия, чтобы играть. Тут то же самое, как с Империей получилось. Мы даже, по-моему, в одно время, что имперский стак в августе там в ЧЛ плюс-минус залетел там и все разнес. И то же самое с нами произошло. То есть, я поэтому и сказал так, Яге, такие рекомендации, да. То есть, если людям суждено, скажем так, убивать других в игре, то это сразу произойдет. Тут не нужно долгое время. То есть, если команда должна выстрелить, она выстрелит сразу. На мажоры, на самом деле, мы ехали. Я в этот раз почему-то был очень уверен, что мы 100% пройдем в плей-офф. А там посмотрим. Первая игра была с фейзами. Я понимал, что они нас недооценивают. И это понимали все. Какую-то карту мы им проиграли случайно. Вот, но мы были сильнее. И потом победили Darkzero 2-0. Там офигенный камбэк был на клубе. Потом Vodafone победили там уже вообще в одну калитку. Но Vodafone вообще непонятная команда. Они очень хорошо играют в онлайне. Но на ланах они вообще... Я не знаю, возможно, просто психология игроков слабая. Бесспорно обалденно было, когда две команды у тебя выходят, и что ты можешь болеть наконец-таки не только за Empire. Тебе что хотелось больше? Победить Империю или победить в финале? Вот если честно. Победить Империю. Нам, честно, G2, потому что мы им проиграли на Invitational, и нам как бы, с форзами мы можем где угодно пободаться, а вот с G2 мы хотели прям на мажоре их наказать. Как человеку из России, наверное, российского финала, но знаю, сколько раз имперцы, вообще этот стак играл с G2, сколько раз они проигрывали, либо как на пролиге играли только в ничью. Вот, хотелось, чтобы, конечно, они выиграли. Просто G2, они своей моралью, своим давлением, они задушили форзов. Они даже не то, что... Они как, черти сражались с форзами. Они никогда так не сражались, как с форзами, потому что, одна команда, стандартные вещи, там, вторая команда стандартные вещи. А против форзов они просто как будто выше головы прыгнули, что-то невероятное показали. Я такого от G2 никогда не видел. Я очень хотел СНГ гранд-финал. Как менеджеру региона для меня это большой скачок. То есть для меня, для региона, для команд, для всех. И это, в принципе, хорошо для всех, для всего региона, для комментаторов, организаций, игроков, болельщиков, в принципе, для каждого отдельно и для всех вместе. Это крутой скачок, который дает буст и моральный, и физический, и медийный. И это круто, и хотелось, конечно, увидеть этот финальный заруб. Сильно расстроился, то, что мы вроде как нам было по силам G2, скажем так, выиграть, но у нас... скажем так, у ребят произошел майндблок. Скажем так, психологии подавили. Авторитетом, репутацией, тем, что они такие сильные, грозные, большие, Не хватило яиц. Пока не такие, они еще не здоровые, как у G2. Не хватило опыта. Я вообще считаю, что на этом мажоре у нас была самая лучшая игра из всех команд. Мы могли его выиграть лучше, чем у Империи. Единственную игру, которую они хорошо сыграли, это был финал. Но, к сожалению, у форзов случилось то, что случилось у Империи на Invitational. Они просто, чтобы сыграть с G2, нужно сначала проиграть G2, как я это понимаю. Нужно прочувствовать это, понять подход, найти вот этот ключик, и тогда получится их обыграть. Добрый вечер, дамы и господа! С вами российское отделение каста и Challenger Лига. Сегодня столкнутся у нас команды Force против команды Team Secret. Оба этих коллектива, мне кажется, достойны куда более высоких турниров, скажем, про-лиги, наверное. В этом сезоне ЧЛ играли очень сильные команды. Такого ЧЛ не было никогда, таких сильных команд. Да. То есть Secret, мы, БДС. А остальные команды, допустим, сейчас ЧЛ было 3 команды Тир-1 уровня по игре. В Европе намного больше конкуренция. Прям вот то, что команды из ЧЛ могут спокойно конкурировать с другими командами из ПЛ. В той же Бразилии и Америке, я уже вообще молчу про АПАК. У меня в этот раз не было столько эмоций при выходе в ПЛ, чем как я думал, что там будет. Допустим, на мажоре я больше эмоций получил. Почему? А потому что я был на 100% уверен, что мы выйдем в ПЛ. И все ребята были в этом уверены. Выиграли, хорошо. Я просто этот уже путь проходил, и для меня какой-то радости не приносит. Для меня радость приносит выход на Invitational. Вот я был в тильте поллета,
после кика. И потом просто со временем, когда я начал потихонечку, так сказать, восстанавливать уверенность в себе, там, выходить из стиля, то уже понимать, что, ну, так оно случилось, может, оно к лучшему. Постепенно я начал больше играть, и потом просто я где-то вот с августа, наверное, и вот по сегодняшний день, ну, может, кроме последней недели, ладно, я играл по 10-15 часов, вообще не вставая, просто играл. Бесила меня игра, не бесила, хотел я, не хотел, просто я сидел, играл вот как робот. Просто в один момент просто сказали вот нам то, что, я не помню, кто, Тодда или Раш, или Флайс, или Жек, что вот юники нас вот хотят. Я воспрял духом не от организации, а от того, что появился стак, который действительно может что-то сделать, может добиться успеха, выйти в ЧЛ, в ПЛ и так далее. Допустим, завтра тебе звонит Razer Jam, говорит, ну, условно, мы кикаем одного из ребят, с форзами улажен, если хочешь, можешь перейти обратно в Empire. Ты перейдешь или... Если откинуть все финансовые, все там организационные моменты, оставить только пацанов, грубо говоря, да, и перспективы. Ты уйдешь обратно в Empire или продолжишь дальше двигаться с Force? Продолжу дальше двигаться с Force. После форзов, после кика, я очень сильно пересмотрел все свои взгляды на игру и приоритеты. Мне в данный момент действительно финансы, вот эти все какие-то там, ну скажем так, понты, они мне ни к селу, ни к городу, потому что для меня сейчас главная задача и все, что я хочу, это играть, добиваться, пробиваться, делать успехи, и вот именно в игре. Если бы не радуга, то чем бы ты, как ты думаешь, что ты занимаешься? Вот это хороший вопрос, потому что, опять же говорю, я играми хотел заниматься очень с раннего возраста, и, скорее всего, если бы в Радуге у меня не получилось, я бы просто пошел бы искать еще одну новую игру, в которой можно пробиться. Когда ты там, допустим, этому делу отдал там 5 лет жизни, то как бы, ну, будет немного неприятно. Ну, потому что все заслуги, все титулы, все это просто канет в лепту, и все ты как бы просто обычным будешь пользователем ПК и все. Кто знает. Я не знаю, что завтра-то будет. Может, меня здесь уже не будет, уж я не буду комментатором. Я не знаю. Не хочу ничего загадывать. Лучше здесь и сейчас я буду выполнять свою работу. Что будут делать такие люди, мне сложнее всего представить, потому что я не знаю, пропадут ли они, найдут ли новую дисциплину, продолжат ли они обычную жизнь, потому что мы знаем по другим дисциплинам, что есть тоже много примеров, где там появлялись тренера, появлялись комментаторы. Были и примеры, как уходили люди и становились не то что никем, а просто обычным, да, человеком, который ходит в офис, просто у него был бэкграунд, что в свое время он ездил на чемпионаты мира и выигрывал их. Здесь, по сути, перекати поле, и на этом перекати поле можно было строить одну крепость, там другую крепость, там третью крепость. И эти крепости обозначают там команды, игроков, коллективы, группы, медийные площадки, YouTube-каналы и так далее. Это детище каждого игрока, каждого креатора, который над этим работает. И не хочется своего ребенка, по сути, бросать. Ты уже столько времени провел вот в этой фигне, и ты столько эмоций получил, потому что, не знаю, мне осада дала больше всего, чем все остальное в моей жизни. Типа друзей, знакомых, работу, какие-то навыки, потому что каждый ивент, вот там РМЛ, чемпионат России, каждая поездка, все это учится на ошибках, это невероятный опыт.